Директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Астане в присутствии представителя Армении обвинил Запад в затягивании переговоров между Арменией и Азербайджаном, утверждая, что это делается с целью размещения миротворческих сил НАТО в регионе. В своем заявлении он попытался представить действия ЕС на границе Армении и Азербайджана как разведывательную деятельность в интересах НАТО, намекая на якобы угрозу для Армении. Но вы поняли, да? Вообще, насколько правомочны подобные обвинения со стороны России, которая неоднократно демонстрировала лицемерие по отношению к Армении? Вопрос, не требующий ответа. Наверное, очень понравилось представителю Армении выслушивать очередные кремлевские заготовки о насильственном склонении коварным Западом Армении в противоположный политический вектор вопреки воле самого народа Армении. Иначе зачем нужно было присутствовать на собрании представителей спецслужб Средней Азии, Азербайджана, Белоруссии и России? Причем от России, кроме близкого друга начальника азербайджанского гестапо Нагиева, начальника ФСБ Бортникова, находился главный тренер сборной Азербайджана по плаванию и знаменитый покоритель верхних полок парной комнаты Ниссановской бани, глава московского ЦРУ Нарышкин. Если Армения заморозила свое участие в ОДКБ, то что она потеряла среди коллектива спецслужб ОДКБ и Азербайджана? О чем там с ними можно обсуждать? Национальную безопасность Армении? Так, вся опасность в сфере безопасности Армении в первую очередь исходит от всех там присутствующих. В течение последних лет Россия позиционирует себя как защитник Армении, однако ее действия говорят об обратном. И это видят уже все. Москва последовательно игнорировала нарушения перемирия и агрессивные действия Азербайджана, а также откровенно закрывала глаза на многократные атаки на армянские территории. В то время как армянский народ продолжал рассчитывать на помощь союзника в лице ОДКБ и России, реальных шагов по защите Армении от агрессии сделано не было. Вместо того, чтобы способствовать обеспечению безопасности Армении, Россия пыталась удержать ее в сфере своего влияния, манипулируя союзническими обещаниями и не предпринимая реальных действий для защиты страны. На фоне этого Россия обвиняет Запад в стремлении помочь Армении в ее суверенном праве на безопасность, что является ярким примером лицемерия Москвы. Подобные заявления Бортникова не только противоречат реальной картине, но и демонстрируют нам очередную попытку России использовать ситуацию для дальнейшего давления на Армению. Пока Россия продолжает играть двойную игру, Армения сталкивается с необходимостью искать новых союзников, которые действительно готовы поддержать ее суверенитет и безопасность, а не использовать ее в своих геополитических манипуляциях. Нет никаких сомнений в том, что и вчерашнее выступление директора ФСБ России Бортникова в Астане и угрозы президента Азербайджана Ильхама Алиева – это единое скоординированное по времени мероприятие, цель которого – послать Армении порцию совершенно конкретных предупреждений, которые могут трансформироваться в то, что Россия спустит с цепи Азербайджан. Об активизации Москвы на армянском участке свидетельствует и вчерашнее внезапное посещение Баку главой службы внешней разведки России Нарышкиным. Кроме того, Армения получила предупреждение из Совета Федерации. Встреча председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Григория Карасина с послом Армении в России Гургеном Арсеняном показала, что в ходе встречи обсуждено текущее состояние российско-армянских отношений. Можно уверенно сказать, что все это – угрозы Бортникова, миссия Нарышкина, открытые угрозы со стороны Алиева и встреча с послом Армении – это части одной картины, которая называется «Последнее предупреждение». Учитывая провал уже не скрывающего своих заказчиков движения Сарбазана Баграта, а также принимая во внимание грядущие, не побоюсь этого слова, судьбоносные выборы в Грузии, можно сделать однозначный вывод о том, что больше предупреждений не будет, и Москва будет действовать по отношению к Армении максимально жестко. Российская дипломатия за последнее время полностью деградировала, но их способность управлять информационным потоком внутри страны остается сильной. Россия не только манипулирует своими гражданами, но и направляет целенаправленную пропаганду на русскоязычную аудиторию, включая российских армян, промывая им мозги и продвигая свою повестку. Западные союзники уже поняли, что Алиев пренебрегает предоставленным ему шансом и не намерен подписывать мирный договор, будучи диктатором и должником Путина.
После КОП-29 отношения между Западом и Азербайджаном могут настолько обостриться, что ситуация станет напоминать противостояние между Западом и Россией. В то же время Запад уже готовит сценарии защиты от возможных военных провокаций со стороны тандема Алиева и Путина. Нет, все-таки один маленький комментарий будет. Бортников, ты, видимо, запамятовал, что Турция тоже в НАТО, и она с вашей легкой руки уже в Закавказье. По-хорошему, МИД Армении должен вручить ноту протеста после такого заявления. Ноту о том, что Россия не выполнила обязательства по защите территориальной целостности Армении в 2022 году. После чего направить ноту о прекращении деятельности погранотряда ФСБ в Мегре и дать на его вывод 72 часа. Погранотряд ФСБ России в Мегре занимается шпионажем в пользу Азербайджана. Мне нечего добавить. Интересно, где же именно Запад хочет разместить миротворческий контингент? Неужели на границе Армении и Азербайджана? Но зачем, если между Арменией и Азербайджаном официально нет войны? Идет мирный процесс, и есть армия Армении, которая вполне способна выполнить миротворческую функцию. А может, речь идет о другом месте, там, где действительно открытый конфликт, где была осуществлена этническая чистка, где права граждан нарушены диктаторским режимом. Вот от чего сходят россияне с ума, это то, что Запад пытается вернуть легитимный Арцах. Запад пытается вернуть легитимный Арцах, где не будет российских фальшивых миротворцев и где Россия вообще не будет играть никакой роли. Это частичное подтверждение одной очень серьезной информации, которую я получил примерно год назад. Я не буду ее публиковать. Сейчас не буду. Дождемся подходящего момента. Российские интересы никогда не совпадали и не будут совпадать с армянскими. Сегодняшняя Россия – агрессивная оккупационная империя, которая всегда стремится к захвату и подавлению своих соседей. Их партнерство с Азербайджаном и Турцией вполне естественно. Эти страны действуют как младшие версии России, имея такой же хищнический подход – переписывание историй, захват чужих земель, кража культуры, традиций, кухни. Они – идеальные союзники по захватнической ментальности. Для России мы – враги по определению. У нас свой язык, культура, религия, история, стремление к свободе и независимости. Все, что для нас свято, для них чуждо и неприемлемо. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано отреагировал на заявление главы ФСБ России Александра Бортникова о том, что Запад подталкивает Армению к затягиванию мирных переговоров с Баку и намерен возглавить процесс армяно-азербайджанского урегулирования и разместить контингент НАТО на Южном Кавказе. Отвечая на вопрос Арменпресс о заявлениях Бортникова, Стано отметил, что комментарии главы ФСБ России – нонсенс. Эти комментарии являются полной ерундой, ложью и манипуляцией, свойственной российскому режиму, который пытается прикрыть неоднократное невыполнение данных Армении обещаний и обязательств перед ней, заявил Стано. Отметим, что глава ФСБ России также повторил безосновательные обвинения в том, что расположенная в Армении наблюдательная миссия ЕС ведет разведывательную работу по конкретной стране НАТО против России и ее партнеров. Он также заявил, что Запад хочет добиться выхода Армении из ОДКБ, обещая взамен льготные поставки оружия и гарантии безопасности. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить свежие новости.